Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. 20, вы знаете, и 21 января достаточно удивительные, необычайно интересные и в то же время странные дни. Поэтому очень будьте внимательны, потому что вас высшие силы в эти 2 дня будут достаточно сильно удивлять. И также в эти 2 дня обязательно проведите практику, обязательно помойте входную дверь и скажите определенные слова для того, чтобы открыться потоком изобилия, достатка и благополучия в свою жизнь. Как это сделать? Далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, с 20 января и до самой уже Масленицы в деревнях свадьбы справляли. И считается, что браки, заключенные в этот период, будут крепкие и счастливые. А вот если вы купите 20 января крестик, но, пожалуйста, купите в церковной лавке, освященный, то считается, что тогда ангел-хранитель возрадуется. А вот если вы 20 января еще и сможете покрестить ребенка, то при крещении наши предки считали, что будет стоять сам Иоанн Креститель. Так что вот такая вот важная информация. Поэтому 20 января обязательно постарайтесь купить нательный крест, и пусть он будет с вами. Также обращаем ваше внимание, что 20 и 21 января эти дни покажут вам новые какие-то новшества, покажут вам озарение, начинание, то, что в вашу должно прийти реальность. И вы знаете, это все, эти новшества, нововведения, начинания будут оказывать на вас гармоничное воздействие. Поэтому 20 и 21 января – это дни гармонизации внутренней структуры, закрепления наработанных позиций во внешней среде. Также это хороший день для оценки взятых на себя обязательств. Поэтому обязательно соблюдайте справедливость, честность, обязательно оказывайте помощь в эти дни, поддержку, заботу. Обращаем ваше внимание, что таким образом вы открываете новые двери в свою жизнь. Также 20 и 21 января это дни достаточно очень хороши для плодотворной работы, потому что вас будет окружать, знаете, действительность того, знаете, вот будет как зеркало, и все, что окружает вас, будет показывать вашу истинную сущность. Поэтому, если что-либо сказали в 20 и 21 января неприятного, знаете, это правда. Поэтому обижаться не стоит, а наоборот задумайтесь, вот как избавиться от тех или иных недостатков. То есть не расстраивайтесь, не уходите в себя, а наоборот, почитайте, возможно, в интернете какую-то информацию, возможно, вы знаете, что у вас не хватает определенных каких-то знаний, навыков. Возьмите, прочитайте, изучите. Благо есть интернет, и каждый из нас сегодня может узнать. Не знаете, с какой стороны подойти, обратитесь к тем людям, которые владеют той или иной информацией, потому что именно это правда, которая поможет вам в дальнейшем. А если вам сказали что-то приятное в эти 2 дня, 20 и 21 января, также радуйтесь, потому что это в какой-то степени будет чистая правда. Также обращаем ваше внимание, что 20 и 21 января обязательно решайте все свои какие-то старые вопросы, задачи, которые у вас были открыты раньше. Хорошо и заняться спортом в этот период. Не любите заниматься спортом, в таком случае идите на фитнес, идите на аэробику, но обязательно уделите внимание своему телу. 20 и 21 января проведите время со своими родными и близкими людьми. Это очень важно, потому что таким образом вы соединяетесь с родом своим, и это очень важно. Когда есть очень сильная поддержка от рода, то вы таким образом можете для себя открывать вот то новое, которое от вас было закрыто.
Обращаем также внимание, что попытайтесь развивать объективный взгляд на мир. Постарайтесь увидеть себя со стороны. Да, это иногда сложно, потому что мы начинаем видеть себя с другой стороны, не всегда в красивых, ярких и добрых красках. И также постарайтесь отказаться от иллюзий. Если вам что-то рассказывают, и вы считаете, что это все-таки не так, принимайте, но в то же время делайте выводы. Обязательно анализируйте происходящие события, которые будут происходить в эти 2 дня, 20 и 21 января, потому что это знаки Вселенной, это подсказки. Кроме того, обращаем ваше внимание, что январь и еще до 15 ориентировочно февраля – это время, когда мы закладываем основы на весь 2022 год. Поэтому очень важно, чтобы вот те знаки, которые идут от Вселенной, из космоса, были увидены и услышаны вами. Также проявляйте в это время обязательно терпимость и великодушие. Постарайтесь посвятить себя созерцанию, чтению молитв. Настройтесь также на медитации, если вы такое любите, и это вам приносит удовольствие и радость. Также в эти 2 дня очень хорошо, если вы будете время от времени голодать, очищать кожу. По возможности начните избавляться от вредных привычек. Вне зависимости, что бы это ни было, но именно вот эти 2 дня, 20 и 21 января, они вам помощники в этом. Также не вступайте в конфликты, в ссоры, скандалы, потому что они будут пустые, и люди, с которыми вы пытаетесь выяснить отношения, они не поймут даже, зачем это им. Знаете, вот поговорили и ушли. Поэтому проявляйте также гибкость. Что будет благоприятным в эти 2 дня? Во-первых, побудьте на природе. Даже если у вас и сильные морозы, холодная зима настоящая, постарайтесь все равно в это время выйти на природу, пообщаться, дотроньтесь до деревьев, дотроньтесь до снега. Если рядом есть водоемы, речка, подойдите, просто пообщайтесь, помедитируйте. Это очень важно. Также постарайтесь обучаться и сами обучать людей. Делитесь знаниями, информацией. Даже если у вас есть коллектив, и вы знаете, что у вас есть в какой-то степени конкуренты, все равно делитесь этой информацией, потому что таким образом вы открываетесь потоку изобилия. Постарайтесь заняться и благотворительностью, есть ли у вас такая возможность. Мы здесь не говорим именно о деньгах, а даже доброе слово, сказанное вами, от чистого сердца достаточно может иногда изменить чью-то жизнь. Помните об этом. Проявляйте щедрость, наведите порядок. Если есть возможность, хвалите себя, выступайте публично, помогайте слабым. Обязательно делайте энергопрактики, которых одна из энергопрактик мы с вами поговорим немножко далее. Помогайте другим в раскрытии талантов. Да, не бойтесь помогать, если вы видите, что в вашем окружении есть люди, которые что-то умеют, и вы знаете, что это ихний талант, помогите. Возможно, где-то нужно кому-то сказать слово какое-то, возможно, кому-то надо сделать какой-то подарочек. В общем, вы лучше знаете. Также обязательно в эти 2 дня сделайте ревизию бижутерии и украшений. От ненужного всегда помним, нужно отказываться. В эти 2 дня, 20 и 21 января, обязательно избавляйтесь от неуверенности, от страхов на пустом месте. Не нужно проявлять интеллектуальную гордыню, осуждение, чрезмерную логику, излишний аскетизм и также нелюбовь к себе и людям, потому что именно это может вам навредить и опять же привести к неблагоприятным событиям в вашей жизни. Помните, что любое событие может привести к тем или иным определенным событиям. Тем не менее, сегодня замыкаться 20 и 21 января не стоит. Постарайтесь помедитировать, постарайтесь выйти на свежий воздух и постарайтесь все-таки провести в обществе людей, которые вам не безразличны, а даже и постараться проявить себя во внешнем мире. Есть возможность выступить, выступите. А если сказать тост на дне рождения, скажите. Возможно, он будет корявый, возможно, он какой-то будет некомфортный для вас, но вы скажите. Это очень важно, потому что именно в эти дни вы можете найти для себя
для тех людей, которые помогут вам в дальнейшем развиваться. Вы можете начать роман или найти даже новых клиентов. Также постарайтесь 20-21 января навести марафет и одеть что-то яркое в эти 2 дня. Также сделайте, знаете, хоть маленький шажок в сторону своей самореализации. Общайтесь с самыми любимыми людьми. Если у вас есть еще бабушки, дедушки, прабабушки, обязательно позвоните, пообщайтесь, просто поговорите. Возможно, вы не любите выслушивать долгие рассказы, но вы должны понимать, что один день вы будете расстроены за то, что вы не уделяли сегодня этому внимания. Также постарайтесь приготовить что-то очень вкусненькое, займитесь творчеством, любимым хобби или найдите себе таковое. И, как мы уже говорили, 15 И как мы, друзья, уже говорили, 20 и 21 января мы предлагаем вам провести практику. Благодаря этой практике вы наполнитесь светом, вы наполнитесь радостью, изобилием. Кроме того, входная дверь поможет вам открыть дороги в новую жизнь. Поэтому обязательно проведите эту практику. Итак, что мы делаем? Друзья, нужно вымыть хорошо дверь, но когда будете мыть тряпочку, которую будете вытирать, вымывать входную дверь, скажите следующие слова. Вода водится, святая заговоренная, зло отведи, благо призови, тьму разгони, а наш дом счастьем наполни. Пусть все, кто живет в этом доме, печалей и болезней не знают. Аминь. И, друзья, еще один момент такой. Когда будете мыть, постарайтесь как можно чаще мыть тряпку. Друзья, мы с вами сегодня поделились очень важными знаниями и надеемся, что вы соблюдаете принцип обмена энергиями. Понравилось? Поэтому обязательно поставьте лайки или напишите в комментариях пару слов. И это будет в качестве благодарности за предоставленную нами информацию. Ну а если у вас есть вопросы, ждем вас в комментариях. Друзья, удачи всем и успешных практик. Услышимся уже с вами в следующем видео.